Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 30 ноября. Обязательно поговорим о том, что за народный праздник сегодня, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день. И, конечно же, обратим внимание на цифру 3, как она может нам сегодня помочь не только в наших делах, но и в наших финансах и открыть нам дороги. Поэтому обязательно просмотрите от начала до конца это видео. Также уделим немножко внимания лунному календарю, ну и также дадим советы и рекомендации на 30 ноября. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, народный календарь на 30 ноября. 30 ноября отмечают Григория Зимоуказателя, Григорий Чудотворец или еще называют Сивер. В церквях в этот день вспоминают Григория Чудотворца. В народе сегодня отмечают и такой праздник, называют его как Сивер, поскольку 30 ноября дует сильный ветер с севера. А в православной церковь почитается память Григория Чудотворца, святителя, богослова и епископа Неокосарийского. Как мы уже сказали, в сегодняшний день в народе называли Григорий Зимоуказатель, и народные приметы сегодняшней погоды предсказывали о том, какой же будет погода зимой. По традиции 30 ноября проходили и интересные развлечения, так называемое закатывание зимы. В этот день взрослые и дети кидали друг в друга снег и катались в нем. На Григория Зимоуказателя принято было катать колеса. Делали это для того, чтобы узнать про предстоящую зимнюю погоду. Была такая даже одна народная примета, что если колесо далеко и долго катится, то суровая зима будет. Если же скоростью упадет, то с оттепелями. Наблюдали сегодня и за погодой в течение всего дня. Полуденная рассказывала о погоде в первой половине зимы, а после обеда о второй. Женщины в этот день проводили вязание. Даже существовало одно народное поверье, что вещи, которые были связаны на Григория, самые теплые. Спасут ли они от ветра и от стужи, и от болезни. Кстати, именно 30 ноября вязали носки для самых суровых зимних дней. Они были очень теплые и крепкие, так как изготавливались из шерсти овец, на которую наговаривали особенные слова и обязательно читали молитву «Отче наш». День Григория Чудотворца среди хозяек считался идеальным для того, чтобы поделиться своим опытом, рассказать и дать определенные советы младшему поколению. Матери учили дочерей готовить постные пироги, салаты из капусты и щи, для того, чтобы они выросли хорошими хозяюшками. Бабушки же передавали свои знания внучкам в вязании и вышивании, о которых даже не рассказывали своим детям. А сегодня ворожеи и гадалки обучали своих преемникам навыкам гадания, магическим ритуалам и определенным обрядам, а также учили предсказывать будущее и судьбу. 30 ноября было принято загадывать желания на веточках деревьев, помечать их так называемой насечкой или ниточкой, возможно ленточкой, и потом закапывать в снег. И если в течение дней палка будет лежать на месте, то считалось, что высшие силы не услышали просьбу и исчезала, то стоило... А если вот палочка эта исчезала, то стоит ждать, когда задуманное исполнится. Впереди ожидалось, что зима будет с каждым днем все злее и злее, поэтому ее задабривали через птиц и животных. Давали им еду, запускали даже в дом погреться, строили кормушки, а также читали определенные слова,
которые бы усмиряли зиму. Рожденные 30 ноября считалось, что это достаточно талантливые люди. При желании они могут добиться больших высот, однако обладают существенным недостатком, мешающим им добиваться желаемого несерьезностью. В качестве талисмана им подходит агат. Этот камень защищает от негатива, стабилизирует ауру, улучшает умственную функцию, а также аналитические способности и концентрацию. Конечно же, в этот день, 30 ноября, были и определенные запреты. Говорили наши предки, что 30 ноября, в день Григория Чудотворца, самый страшный грех – это ходить в грязной одежде, быть неумытым и не расчесанным. Согласно народным приметам, такого человека будут ждать преграды на пути к достижению целей и крушения планов. Поэтому так важно было 30 ноября начать свое утро с принятия душа, после которого в обязательном порядке надеть только чистые вещи. Вечером же следует сходить в баню или сауну. Считается, что тогда весь год никакая болезнь не пристанет. Нельзя было и 30 ноября не выполнять данные в этот день обещания, иначе плохое так и не уйдет из жизни. Того же, кто сдержит свое слово, будет ждать удача и успех во всех делах. В день Григория Чудотворца нельзя было забывать и о своих родственниках, не звонить, не отвечать на их звонки, а также отказываться от их приглашения прийти в гости. 30 ноября надо отменить было все свои дела для того, чтобы провести время вместе со своей семьей. И тогда считалось, что семья будет крепкой и дружной. Также 30 ноября нельзя примерять было кольца других людей, особенно обручальные. По народной примете этим можно накликать на себя несчастье. Поэтому не стоит 30 ноября посещать ювелирные магазины, чтобы присматривать или покупать себе драгоценности, так как есть вероятность подцепить неприятности человека, который до этого надевал колечко. Также в день Григория Чудотворца нельзя было и ссориться с супругом. Нужно обязательно проявить терпение, выдержку, но никаким образом не допускать скандала, так как это чревато скорым разрывом. 30 ноября стоит также избегать общения с людьми с темными глазами, так как их рассказы могут принести большие неприятности. Если же это по какой-то причине невозможно сделать, то перед тем, как вступать с темноглазыми собеседниками в диалог, следует попросить помощи у ангела-хранителя. А еще 30 ноября, если у вас какое-либо событие окажется связанным с числом 3, то долгое время вам будет сопутствовать удача во всех начинаниях. Так что смело беритесь за самые рискованные проекты. Вы должны понимать, что у числа 3 благоприятная энергетика в финансовом плане. Тройка поможет вам дополнительно заработать или выиграть в азартные игры или лотерею. Но лучше дома, напоминаем, не хранить суммы, равные 3000, например, 30 тысяч и так далее. Потому что именно этой цифре нужно постоянное движение. И за такие деньги лучше приобретать, например, билеты в лотереи, вкладывать в какое-то дело. Также, если мы говорим о комбинации 33, то есть состоящей из двух цифр 33, 2 тройки, то, вы знаете, если вы ее будете произносить именно 33, 3, 3, 3, 3, то она будет подталкивать к вам к новым вершениям. А если вы будете произносить 3 тройки, 3, 3, 3, и вы тогда можете просить помощь в трудные и сложные периоды вашей жизни. И тогда обязательно ваш ангел-хранитель услышит и обязательно вам поможет. Потому что ваш ангел-хранитель всегда рядом с вами. А вот в магии денег цифру 3 используют для устранения препятствий, расширения денежных потоков и успешного начала новых дел. Поэтому именно 30 ноября вы можете провести практику с цифрой 3. Она достаточно простая, но в то же время очень действенная. Вам нужно взять листок бумаги. На этом листке бумаги, только не рваный,
то есть, а вот именно фабричный, пусть это будет формата А4, например, то тогда сложите в 4 стороны и напишите циферку 3. После этого подбросьте вверх этот листок бумажки и поймайте обратно. И скажите обязательно следующие слова. То есть бросаем этот листок с цифрой 3. После этого должны обязательно порядке поймать. Скажите следующие слова. Тройка к солнцу полети, успех, удачу принеси. После этого этот листик мы с вами храним в правом кармане 3 месяца. По истечении 3 месяцев этот листик мы сжигаем со словами благодарности. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 30 ноября 2021 года. 30 ноября у нас с вами ожидает 25 и 26 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Весы. Ну что ж, друзья, вот и подошел день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует завершить начатые дела. Делайте все, пожалуйста, неторопливо, никуда не спешите, если вы хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданности. В целом день будет пассивным, потому что это время для отдыха и размышлений. Энергия Луны довольно будет слабая, и жизнь в какой-то момент перестает бить ключом. Люди становятся вялыми и апатичными, но ни в коем случае не погружайтесь в депрессию. Развивайте в себе концентрацию внимания. Уделите время развитию и умственной деятельности. Подведите итог прошедшего месяца. Развивайте в себе концентрацию внимания. Для этого важно посвятить день, например, медитации и выйти на природу. И не стоит сегодня начинать новые дела, и при всем своем желании вам может просто не хватить на это сил. Поэтому займитесь завершением того, что вы начали ранее. День вообще не предполагает каких-либо активных действий. Сегодня необходимо быть очень осторожным, внимательным и в какой-то степени даже медлительным. И нам, друзья, вот так как Луна находится в знаке зодиака Весы, Луна дает возможность обрести гармоничных партнеров, быть или стать способным соответствовать требованиям общественности, создавать эффективный имидж, а также сулит успех в каких-либо делах. И вам помогут создать хорошее настроение цветы в вазах на вашем столе, хорошая мелодия, а также сладости. Постарайтесь в этот день улучшить отношения с близкими и родными, а также друзьями и знакомыми. Ослабеет решительная черта характера, и будут легко меняться принятые решения. Люди станут склонными к спорам на разные темы, но до скандалов и ссор не дойдет. Нам весы, благодаря тому, что Луна находится в знаке зодиака Весы, дают возможность примириться и быть рассудительными. И обращаем ваше внимание, что в этот момент вы можете заниматься проектированием своего дома. Тогда дом будет стоять долго и безопасно от огня и различных неприятностей. А семья, которая же будет жить в таком доме, будет благополучной. Также будет хорошо, если вы сегодня, 30 ноября, посетите места, где вы получите добро, поэтому больше путешествуйте для того, чтобы получить прибыль. Что же касательно сегодня нашей стрижки, то перенесите поход в парикмахеру с убывающей луны на новый цикл. Таким образом, вы только сохраните красоту волос. Друзья и коллеги все равно не оценят нововведений в вашем образе, и это сильно испортит вам настроение и атмосферу дня. В этот период волосы просто не готовы к принятию инородных веществ, и поэтому результат косметических процедур будет или недолгосрочным, или непредсказуемым. Также сегодня, 30 ноября, не стоит делать ламинирование, кератиновое выпрямление, химическую завивку. Постарайтесь сегодня сберечь энергию, она вам пригодится в новолуние. Найдите время сходить на осмотр к врачу-трихологу и проконсультироваться. Окраску также сегодня не делайте, чтобы не привлечь конфликты с окружающими людьми.
Что же касательно самой прически, то прическу сегодня не делайте, а носите какой-нибудь головной убор. Это исключит из вашей жизни негативную энергию.